Как же я люблю, когда к играм для детей подходят с особым чувством, с толком и с расстановкой. Каждый из нас в детстве играл в прятки. Да блин, это, наверное, после салочек, а может быть и наравне с ними самая популярная детская игра. Но, с другой стороны, детям приходится носиться, беситься и иной раз сносить мебель, вазы и другие хрупкие предметы в ваших домах. Поэтому хорошо, что появилась возможность поиграть в прятки, сидя за столом, при этом развить некоторые коммуникативные и другие навыки. Об этом сегодня и поговорим. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня коробка «Волчок, прячь бачок», но стоять она будет здесь недолго, потому что сама коробка участвует в игровом процессе. Это детская игра, где маленькие зверята, вот такие вот симпатичные зайки, енотики, лягушата и утята собрались на детской площадке, чтобы поиграть с волком в прятки. Он будет на вас вот так вот зыркать через свои дырочки-глазики, а вам нужно будет прятаться. И, в принципе, если вы когда-нибудь играли в прятки, то правила этой игры вы фактически полностью знаете. Раскладывается игра очень быстро. Мы берем две части коробки, складываем их вот таким вот образом, соединяем их елочками с двух сторон, расставляем по разным местам дерево, кустик, детскую горку и игровой домик. И в целом мы готовы для того, чтобы играть. Эту игру играть можно как кажется в себя, так и в командах. Либо команда получит двух животных, либо один игрок получит двух животных. И после этого все по очереди будут волком, будут искать своих друзей, а остальные будут прятаться. Ну, я, например, буду играть енотиками. Здесь будут зайки, лягушата и утята. Как происходит действие игры? Самый простой вариант игры — это когда изначально волк бросает два кубика, а волком назначается один любой из игроков. На нем выпадает два символа. И это значит, что вот на этом месте и вот на этом месте волк будет нас искать. То есть в целом у нас рано или поздно вот эти штучки две встанут вот сюда. И ваши детки будут приблизительно понимать, где, соответственно, волк их увидит. А после этого игрок за волка закрывает глазки и начинает считать до 10 или специальную считалочку, которая предусмотрена правилами, а все остальные ребята срочно прячут свои фигурки где попало. И, например, можно было бы енотика спрятать здесь, вот за кустиком поставить сюда вот зайку, постараться енотика еще одного положить можно вот сюда. То есть здесь можно фигурки класть, ставить, прикрывать как вы хотите. То есть вот здесь вот можно за домик было бы спрятать еще кого-нибудь, попробовать вот так вот и так далее. Каждая команда ставит все фигурки, расставляет, а после этого, когда считалочка закончилась, волк начинает искать. И вот волк начинает высматривать через свой глазик. Ага, я вижу фиолетового лягушонка, но больше не вижу никого. А теперь смотрим здесь. И здесь вижу фиолетового лягушонка. Лягушата неудачно спрятались. Но можем ли мы увидеть кого-нибудь еще? Наверное, нет. Камера, конечно, не передаст все ощущение того, как вы можете туда глазиком посмотреть, потому что от глаза обзор будет, конечно же, немножко больше. Но, тем не менее, каждая фигурка, которую нашел волк, даст ему и его игрокам одну конфету. То есть нашел двух лягушат, получил две конфеты. А остальные ребята, еноты, получат две конфеты. У нас получат утята две конфеты, а лягушат свои конфеты, к сожалению, отдали. После этого волчата убираются, фигурки убираются. Право ходить волком переходит к другим игрокам. А дальше мы действуем по тем же самым правилам. Игрок за волка бросает кубики. Кубики, кстати, деревянные и очень классные, большие, тяжеленькие. Выставляет волчьи мордочки на грани игрового поля и считает считалочку для того, чтобы все остальные успели спрятаться, а он их начал искать. Эта игра поможет детям развить некоторые навыки пространственного мышления. Каждый раз, когда они будут прятать одну из своих фигурок, фишечек, им надо будет представлять, как волк со своей дырочки глаза мог бы их увидеть. Ну и, соответственно, поскольку игра соревновательная, дети в конце будут определять, кто из них победитель. Тот, у кого конфеток больше всего, победителем и станет. А если ваши дети не умеют читать, потому что в 3 года еще не все дети все-таки умеют читать, то конфетки специально сделаны одинаковой длины. И вы можете выложить просто в ряд конфетки свои, и у кого этот ряд будет длиннее, тот и победил. В игре есть некоторые элементы, которые могут усложнить игру для детей постарше. То есть, например, есть возможности, когда вы с такими жетонами играете, и детям нужно будет понимать,
что волк не встанет здесь, не встанет здесь, не встанет здесь, а потом он встанет в оставшихся местах. Или другой вариант, когда мы бросаем кубики. Вот я в своей семье предпочитаю играть именно такой вариант. Мы бросаем кубики, потом, соответственно, показываем, что волк будет стоять, например, здесь и вот здесь, и маски не ставим. Во-первых, это позволяет проще немножко взаимодействовать с игровым полем, а во-вторых, как бы все-таки еще сильнее заставляет развивать навыки пространственные у детей, которым нужно будет представлять, откуда все-таки мог бы волк посмотреть. Ну и еще один важный элемент, который развивает, в принципе, все настольные игры для детей, это понимание того, что необходимо иметь некоторую дисциплину и следовать некоторым правилам. Да, немногие задумываются о том, что следование правилам в игре – это один из видов дисциплины, которую дети начинают придерживаться, когда играют в ту или настольную игру. Ну и в этом случае еще важный момент в том, что игра соревновательная, и потихонечку детям нужно привыкать к тому, что они могут проигрывать. Но если ваши дети очень переживают по этому поводу, всегда рекомендую сделать следующее. Вы постарайтесь перевести эту тему с грусти поражения на понимание того, почему так произошло. И, например, если вас нашел волк и увидел вас, то ребенку нужно объяснить, что ты же можешь прятаться лучше. Переведите в позитив. Из того, что как бы ты плохо спрятался, говорить о том, что ты спрячешься в следующий раз лучше. Игра очень приятная, компоненты классные. Действительно подходит детям от 3 лет, проверено на моей дочери. Так что если вы ищете какую-то игру, в которую дети могли бы играть сами между собой, но если среди них есть ребенок немножко постарше, или с вами, при этом вам самим было бы тоже достаточно интересно, потому что можно посмотреть, как ваши дети будут взаимодействовать с этими элементами игрового поля. Здесь же много, куда можно спрятать. Вот посмотрите, например, как сделана вот эта часть. Здесь и лесенка с дырочками, и здесь дырочка есть, и здесь дырочка есть, и проход со всех сторон. И можно все-таки запрятать фигурочку сюда, можно положить ее сюда, можно положить сюда, можно поставить ее здесь, в зависимости от того, где будет находиться маска волка. Поэтому, если хотите приятный элемент, который можно играть несколько партий за вечер, и дети при этом не устанут, потому что играется она очень быстро, то волчок, прячь-бачок вам подойдет. Личная рекомендация от моей маленькой Евы. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.